Я все время боюсь, что мы с тобой поссоримся. Навсегда. Из-за ерунды. С чего это ты взяла, что мы с тобой поссоримся? Люди любят друг друга, а потом перестают. От чего? А это от глупости. А мы с тобой люди умные. Его кинобиография началась с отрицательной роли, но именно она сделала актера знаменитым. В конце 70-х многие советские девушки тайком вздыхали по обаятельному студенту ГИТИСа Сергею Насибову. В разгар карьеры артист неожиданно исчез с экранов, а затем через 2 десятка лет также стремительно появился в новых отечественных кинокартинах. Сергей Александрович родился в солнечном Сухуми в июне 1958 года. Семья мальчика наполовину была русской и наполовину грузинской. Отец, по образованию физик-ядерщик, трудился на военном заводе. Родители матери жили в Тбилиси, и каждое лето внук проводил у родственников в Грузии. Подросток хорошо учился в школе и занимался в самодеятельном кружке. После выпускных экзаменов он уехал в Москву и без труда поступил в ГИТИС, который окончил в 1980-м. В 80-е годы артист трижды менял театральные труппы. Его первым местом работы стал театр Маяковского, где Насибов отыграл дольше всего – 5 лет. В середине 80-х в театре на Таганке произошли кадровые перестановки. Руководство коллективом перешло к Эфросу. Заняв пост, Анатолий Васильевич предложил актеру влиться в обновленный коллектив, что Насибов и сделал. После скоропостижной смерти Эфроса актер сменил подмостки Таганки на МХАТ имени Горького. Здесь он прослужил всего лишь год. Несмотря на частые увольнения, репертуар Сергея оказался достаточно обширен. Среди самых удачных постановок с его участием значатся такие спектакли, как «На дне», «Уроки музыки», «Беседы с Сократом» и «Записки мечтателя». Опыт, полученный на театральной сцене, очень пригодился Насибову во время съемок в кино. Фильмы. В воскресенье можно ко мне на дачу поехать все вместе, а? Бублики, да? Ты что, голодный? Слушай, так пойдем к нам обедать. Папа заказ приволок с икрой. Пойдем. У меня очень милые родители. А папа тебе про военную службу расскажет очень занимательно. Серьезно? Да. Неожиданная слава пришла к Сергею Александровичу, когда в профессии он делал только первые шаги. В 1977-м режиссер Любимов утвердил юношу на роль Гоши Кораблева в молодежной мелодраме «Школьный вальс». Пригласив новичка на главную роль, Павел Григорьевич пошел на определенный риск. Но, к счастью для всех, эксперимент завершился благополучно, и на экраны вышла волнующая картина о любви и нежности, предательстве и ошибках. Если у нас будет ребенок, то пусть он будет. Пусть будет. Когда-нибудь. Нет, сейчас. В феврале. Ко дню Советской армии. Что-то я ничего не понимаю. Что ж тут непонятного? В год окончания вуза молодому артисту посчастливилось попасть на одну съемочную площадку с легендами советского кино. Его коллегами по музыкальной ленте Дульсинея Тобоская стали Борис Плотников, Армен Джигарханян, Валентина Талызина и Бронислав Брандуков. 5 годами позже Насибов вновь получил главную роль. Его героем стал матрос Данилов из кинофильма Михаила Туманишвили «Одиночное плавание». Боевик о противостоянии советских и американских моряков посмотрело более 40 миллионов зрителей в Советском Союзе. Разрешите вопрос, товарищ прапорщик? Ну, рискни. А это правда, что наш командир взял вас в плавание с гауптвахты? Было дело. Ну и за что вас туда? Он минералочки зашел попить в кафе. А там драка завязалась. 4 на 2. Товарищ прапорщик сказал им «брэк». Также артист пробовал работать в жанре фильма-спектакля. Такую возможность ему предоставил Юрий Иоффе, утвердив Сергея на центральную роль эксперта по электронике Савкина в комедии «Переход на летнее время». Ты знаешь, я раньше вскакивал среди ночи и бросался к письменному столу. А теперь, когда бессонница, я в лучшем случае выдумываю варианты окончания романа «Трех мушкетеров».
Но я люблю тебя, Толик. Последней советской полнометражной лентой с участием Насибова стала приключенческая картина «До свидания, мой Парфенин», отснятая на киностудии «Туркменфильм». Бейте! Чего? Медлите! Вы же сильный парень. Каким спортом занимались? Назаров? Никаким. Товарищ старший лейтенант, слушаю вас. Вы нарочно поддались ему? Я? Да. Почему вы так решили? Не знаю, как там. Свод, смирно! Отставить. Вольно! Продолжайте занятия. После этого актер пропал из поля зрения публики более чем на 20 лет. Его возвращение состоялось в 2011-м. С этого времени он периодически появляется в эпизодах мелодрам, боевиков и сериалов, таких как «Прощание славянки», «Алмазы Сталина» и «Чужая дочь». В длительном исчезновении Насибова не было ничего таинственного. Просто однажды, погостив у друзей в США, он решил остаться в этой стране. Тогда Сергей не владел английским и понимал, что путь в заокеанское кино для него закрыт. Актер перепробовал много занятий, от продажи автомобилей и спортивного менеджмента до успешной риэлторской деятельности, позволившей приобрести престижное жилье. Когда жизнь в Америке наладилась, в Насибове вновь проснулась тяга к перемене мест. В 2010-м он вернулся в Россию и с головой окунулся в прежнюю профессию, устроившись в молодежный театр Москвы. Личная жизнь. Сегодня актер не женат, но за его плечами 2 брака и 1 красивый роман. Первой супругой Сергея стала Екатерина Дурова, дочка прославленного артиста Льва Константиновича Дурова. В браке родился ребенок, но вскоре крепкая счастливая семья распалась по банальной причине. Насибов полюбил другую. На сцене театра имени Маяковского он встретил Наталью Гундареву. Оба были несвободны, но разгоревшаяся страсть сломала все препятствия. Артисты встречались 3 года. Сам Насибов с нежностью вспоминает об отношениях с Натальей Георгиевной и в последующем расставании винит только себя. И я от своих слов не отступлюсь. По-моему, ты бросаешься в крайности. Жаль, что у нас когда-то отменили крепостное право. Ничего. Пройдет время, я буду свободен, как птица. А в оставшееся время пока ты можешь меня запирать даже в подвал. Второй брак мужчина заключил уже на американском континенте. Его избранница была советской мигранткой. Пара растила дочь, однако этот союз в итоге потерпел неудачу. К жизни Сергей Александрович относится философски, спокойно ожидая от нее очередных сюрпризов. Крутые виражи его не пугают, а напротив вызывают интерес. Сегодня артисту 63 года. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.